Меня зовут Остап Бендер. Я сын лейтенанта Шмидта. Нас было 69 детей лейтенанта Шмидта. Мы всю страну поделили на участки. Мрачным и дождливым ранним утром осени 1900 года торговую лавку, торговавшую всякой снедью и расположенную на пустынной улице пригорода Петербурга, еле волоча ноги, вошел с опущенной невероятно лохматой головой мальчуган лет 10. Сказать, что он грязен, было бы слишком неточно и неполно. Его рубашка и брюки, представляющие сплошные лохмотья, были настолько неизвестно чем измазаны, что об их первоначальном цвете никаким образом невозможно было догадаться. Одним словом, создавалось впечатление, что этот оборванец провел не одну ночь либо в грязном подвале какого-нибудь нежилого дома, либо просто в земляной яме. Увидев такое чучело, хозяин, замахав руками, стал его выпроваживать. Но мальчуган, плача, стал умолять и дать ему хоть что-нибудь поесть, говоря, что уже 2 дня ничего не ел и умирает от голода. Бессердечный и невероятно жадный хозяин лавки, выталкивая мальчугана из помещения, буквально промычал: «Пошел вон, я не обязан кормить всякого нищего проходимца». Но малец, сопротивляясь, не переставал умолять дать ему хотя бы каплю какой-нибудь пищи, а он готов за это отдать в залог скрипку, которую, как оказалось, он носил под мышкой, завернутый в какое-то рванье. Увидев инструмент, хозяин не то чтобы смягчился, но перестал выталкивать оборванца. «Вот тебе еды на пятак, давай сюда скрипку, но помни, что ты ее получишь не ранее, как возвратишь мне мои деньги». Обрадованный мальчуган с жадностью проглотил все то, что соизволил подать ему хозяин. Уходя, он клятвенно обещал выкупить скрипку, как только сможет собрать деньги. Однако дни проходили за днями, а маленькая, успевшая уже запылиться скрипка все еще лежала в уголке на прилавке. Хозяин лавки, занятый своими торговыми делами, изредка вспоминал об оборванце, который всучил ему эту совсем ненужную деревяшку. Правда, потеря денег была совсем незначительной, и поэтому она почти не влияла на настроение жадного торговца. Как говорится, в один прекрасный день в лавку поспешно вошел высокий, элегантно одетый господин и жестким тоном попросил хозяина срочно разменять ему золотой пятак, так как у извозчика нет сдачи за проезд. При виде такой крупной монеты у хозяина затряслись руки. Редко она попадалась в мелочной лавке, где торговля была в основном копеечной. Пока набиралась необходимая сумма и выдавалась богатому посетителю, последний, не считая, бросил деньги в карман и, как бы между прочим, взяв скрипку, стал ее рассматривать. Наконец, поднеся скрипку к свету, он спросил, откуда этот инструмент оказался в лавке. Узнав у хозяина историю об оборванце и его залоге, он заявил: «Знаете ли что, мой друг, я знаток в этих вещах и могу вам сказать, что это чрезвычайно ценная скрипка. Не можете ли вы сказать, где живет этот мальчик? Эта скрипка была изготовлена одним из итальянских мастеров семейства Страдивари. Я могу дать за нее 5000 рублей, но на самом деле она стоит значительно дороже». Так как хозяин, естественно, адреса не знал, то посетитель попросил прислать к нему мальчугана, когда он явится за скрипкой, со словами: «Вы, я думаю, слышали мое имя». Он протянул небрежно свою визитную карточку и вышел. Прошло еще несколько дней после неожиданного для хозяина лавки поворота дела со скрипкой, а мальчуган все не появлялся. Но вот как-то утром оборванец сбежал в лавку, держа в грязной руке пятак. Он извиняющимся голосом стал рассказывать о том, что не смог раньше принести деньги, так как попал с отцом в тюрьму за прошением милостыни. Но хозяин, помня разговор с богатым господином, резко оборвав рассказ мальчугана, просил, согласен ли тот продать свою барахольную скрипку. Но к крайнему удивлению и возмущению торговца мальчуган наотрез отказался от продажи, заявив: «Скрипка была мне подарена в Италии одним умирающим стариком, которому мы с отцом оказали небольшую услугу. Старик предупредил нас, что инструмент очень ценный, чтобы мы его берегли». Эти слова оборванца еще в большей степени раздурили желание купца во что бы то ни стало приобрести скрипку с тем, чтобы, перепродав ее богатому господину, получить хороший куш. Однако ему, несмотря на большой опыт уговоров в продаже товаров, не удалось сломить упрямство оборванца. Наконец, доведя жадного торговца до седьмого пота и чуть ли не до обморока, мальчуган согласился на продажу, но только за 2000 рублей, заявив при этом, что ему здорово достанется от отца, который ни за что не хотел продавать скрипку. Таким образом, сделка состоялась, и оборванец, завернув в тряпье пачку денег, сунул их под мышку и с понурой головой вышел из лавки, оставив в руках жадюги бесценную скрипку. После ухода мальчугана, хозяин, с трудом сдерживая свои чувства, подумал: «Теперь я здорово разбогатею, продав господину совершенно ненужную мне скрипку за 5000 рублей». Проходя мимо музыкального магазина, хозяин лавки решил узнать истинную стоимость скрипки, ведь богатый посетитель говорил, что она может стоить значительно дороже 5000 рублей.
Он вошел в магазин и попросил продавца хорошенько осмотреть инструмент и оценить его. Последний после быстрого осмотра без тени сомнений объявил: «Ваша скрипка стоит 10 рублей. Такие скрипки продаются дюжинами каждую весну». От этих слов у жадного хозяина лавки глаза вылезли из орбит, отвалилась челюсть, и с ним чуть не случился удар. Проклиная все и всех на свете, он бросился искать обманувшего его мошенника по указанному визитке адресу. Но того и след простыл. Как говорится, ищи ветра в поле, глупый и жадный торговец. Покажите мне богатого индивидуума, и я отниму у него деньги. Но я чту уголовный кодекс, это моя слабость. Как же вы думаете отнять деньги? Дело не в способах. Лично у меня есть 400 сравнительно честных способов отъема денег. Дело в том, как найти такого богатого индивидуума. Второй случай виртуозного обмана произошел 11 лет спустя, и жертвой его оказался уже не мелкий торговец, а представитель куда более респектабельного сословия. В январе 1911 года многие газеты напечатали сообщение корреспондента одной из львовских газет о курьезной афере, жертвой которой стал один крупнейший ювелир Львова, пользовавшийся авторитетом в аристократических кругах ряда европейских стран. К помощи этого уважаемого человека при покупке наиболее редких и дорогих изделий часто обращались влиятельные люди. Можно предположить, что таким высоким положением и весом ювелира в обществе и решили воспользоваться, безусловно, талантливые в своем деле международные мошенники, придумав хитроумный план, благодаря которому они сорвали огромный куш. Самым курьезным в этом деле было то, что ювелир без какого-либо принуждения как бы добровольно отдал деньги мошенникам. Дело происходило накануне Нового года, когда принято покупать подарки родным и близким. В один из таких дней к ювелиру, фамилия которого не называлась, дабы не ставить его в глупое положение, явился элегантно одетый, с хорошими манерами господин. Он попросил оказать ему услугу и показать наиболее дорогое ювелирное изделие. Он хотел приобрести в подарок любимой женщине жемчужное ожерелье. Ювелир, почувствовав в посетителе серьезного покупателя, показал ему самые ценные изделия, среди которых было прекрасное жемчужное колье стоимостью в 60 тысяч рублей. Потому как у покупателя загорелись глаза, ювелир почувствовал, что колье ему очень понравилось. И действительно, господин заявил, что колье подходит, но 60 тысяч слишком дорого, он готов его купить за 50 тысяч рублей. Для ювелира такая цена была подходящей, не так уж часто ему приходилось продавать столь дорогие изделия. Сделка состоялась, и покупатель попросил, как это было принято, доставить колье в номер одной из самых престижных гостиниц Львова, где он остановился. После ухода незнакомца опытный ювелир, проработавший не один десяток лет, задумался. За свою жизнь он продал много дорогих изделий. Цена этого колье была очень высока. «Нужно быть начеку», – подумал он, – «здесь может оказаться ловушка». На следующий день, приняв необходимые меры предосторожности, ювелир в установленное время явился в гостиницу, где покупатель любезно встретил его в шикарном номере. Приняв колье, господин полностью рассчитался. Все 50 тысяч рублей при проверке в банке оказались подлинными государственными кредитными билетами. «Слава богу», – подумал ювелир, когда волнение улеглось, все обошлось. Однако история на этом не закончилась. Через 3 дня у ювелира снова появился тот же господин и сказал, что как следует подумал и решил купить еще одно такое же колье. При этом готов заплатить даже больше, чем за первую покупку, но не свыше 80 тысяч рублей. Непременное условие – колье должно быть точно таким же, как первое. Ювелир понимал, что найти точно такое же колье невероятно трудно. Но желание заработать большие деньги пересилило колебания и сомнения. Согласившись искать второе колье, он с редким упорством принялся за дело. Его приказчики целыми днями носились по городу в поисках заказанного колье. Да и сам хозяин магазина предпринимал всевозможные меры к поиску, даже ездил к известным ему ювелирам за границу. После ряда неудач, когда уже казалось, что все усилия напрасны, поиски неожиданно увенчались успехом. За 75 тысяч рублей удалось купить второе колье, копию первого. Таким образом, хлопоты ювелира компенсировались бы значительной суммой – 5 тысяч рублей. Довольный ювелир поспешил к своему покупателю. Последний очень обрадовался приобретению и сразу полез за деньгами. Но, спохватившись, заявил, что перед тем, как заплатить, хочет внимательно осмотреть колье, чтобы убедиться в качестве жемчуга. После долгого и тщательного изучения господин вдруг заявил, что хотя жемчуг и хорош, колье, к великому его сожалению, по цветовым оттенкам не вполне подходит для пары, поэтому он от покупки отказывается. Ужасно расстроенный торговец вернулся к себе в магазин и вместе с управляющим стал внимательно, жемчужина за жемчужиной, изучать колье. Каково же было его удивление, когда обнаружилось, что перед ним лежало хорошо знакомое колье, недавно проданное им элегантному господину. Стало ясно, что все это было ловко подстроено, и он стал жертвой собственной жадности, заплатив за свое же колье на 25 тысяч рублей больше, чем ранее получил за него. Безусловно, элегантный господин, крупный мошенник, моментально исчез, не оставив адреса. Но даже если бы он не сбежал, то что смог бы сделать ювелир, когда он без всякого принуждения добровольно купил за бешеные деньги свое же колье?
В заключение стоит отметить, что герой этой истории, ювелир, видимо, приложил изрядные усилия и потратил немало денег, чтобы его имя не появилось в газетах. Ну вот, уважаемые зрители, подошел к концу третий выпуск рубрики «Аферы века». По традиции, кому понравился выпуск, ставим лайк, кому не понравился, ставим дизлайк. Подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик. И всем пока, до новых встреч! Ты заходи, если что.